Привет, катаны! Помните те времена, когда школьники с пеной у рта обсуждали в сети, какой ассасин? Альтаир или Эцио самый крутой? И пытались смастерить скрытые клинки из папкиного гаражного металлолома, чем вызывали нехилый такой бартхёрд. Так вот, сегодня эти школьники уже давно выросли, и теперь говорят о том, как раньше было лучше. И ассасин уже не тот. И это неудивительно, ведь первая часть серии Assassin's Creed вышла аж 12 лет назад. Однако французский конвейер продолжает штамповать проекты. Как вы и просили, сегодня мы рассмотрим историю главной дойной коровы Ubisoft, о похождениях убийц в модных капюшонах. И еще мы вспомним только самые крупные части, обходя стороной всякие мелкие недоаддоны и недоплатформеры, сделанные на коленке в надежде выдавить хоть еще немножечко деньжат. Первую часть ассасинов можно воистину назвать Фениксом, но не в том благородном контексте, в котором вы могли подумать. Как и Феникс, первый Assassin's Creed родился из праха, а именно из остатков культовой серии Prince of Persia, на которую Ubisoft в итоге забили, выпустив в свет подделку под названием Prince of Persia: The Forgotten Sands. Изначально Assassin's Creed был продолжением «Принца Персии», только рассказывала игра не о самом принце, а об его телохранителе, который также был не менее заядлым паркурщиком. Вскоре проект настолько разросся и отошел от первоисточника, что превратился в самостоятельный проект под названием Assassin's Creed. Игру нам показали в 2006 году, и, о боже, как же все тогда восхищались ею, летели награды, звание Игра года и бла-бла-бла. Ну и по классике она оказалась хуже на релизе, хотя не катастрофично. Игра все равно зашла из-за своей атмосферы, средневековых пейзажей и нетривиального сюжета о Дизмонде и Альтаире, и паркура, казуального, конечно, но такого эффектного. Как по мне, главной проблемой игры было сплошное однообразие, а-ля прибыл в город, пошарился по нему, убил, ушел. Этим игра прямо-таки пророчила будущее всей франшизы, но об этом чуть позже. В 2009 году Ubisoft выкатили нам продолжение истории Дезмонда Майлза, исследующего воспоминания вечно острящего, как герой фильмов Marvel, Эцио Аудитори, итальянца-сердцееда, который под действием бьющих в голову гормонов весело проводит дни на улицах Флоренции, в драках, пьянках и гулянках. Увы, его беззаботная жизнь руфера резко обрывается и до конца своих дней погружается в ассасинско-тамплиерские мутки. А если серьезно, я считаю, что Assassin's Creed 2 была идеальным сиквелом во всем. Французы мастерски дополнили все лучшие механики первой части, снабдили Эцио двумя скрытыми клинками, пистолетом, другим оружием, стильным капюшоном и отправили нас под прекраснейшую музыку Йоспера Кюда бродить по крышам Венеции и Флоренции. Параллельно мы скорешились с Леонардо да Винчи и Лоренцио Медичи. В игре прекрасно все. Боевая система, основанная на контратаках, проработанное до мелочей окружение и, самое главное, прекрасная история жизни Эцио. Если Альтаир был засранцем, который перевоспитался на своих ошибках, то Эцио – веселый засранец, которого жизнь пнула под зад в суровый мир. Assassin's Creed 2 считается лучшей игрой в серии, и с этим трудно не согласиться. Brotherhood, вышедшая через год, могла быть средненьким таким аддоном, однако стоит отдать должное французам. Они сделали прекрасное продолжение истории Эцио, чьей компании нам не хватало во второй части. Триквел довольно нагло отбирал по сюжету все честно нажитое в прошлой игре, делая нас опять голожопым бомжом, вот серьезно, и переносил действие в Рим, чтобы мы разнесли местных Ланнистеров, семью Борджиа. Игра отлично развила заложенные во второй части механики, отполировала их до блеска, а также дала им новый мир, который было интересно исследовать. Еще добавили возможность управлять братством ассасинов, давать команды и отправлять молодых рекрутов на выполнение заданий в другие страны. А насколько же пафосно чувствовали себя игроки, когда на них шла толпа стражников, и лишь по нажатию одной кнопки всех противников за пару секунд убивали наши люди. Ух уж эти мурашки по коже. Новый год, новый ассасин. В 2011 году от серии повеяло вторичностью. Что ж, устали господа геймеры из года в год гонять за Эцио по крышам. Эцио отправился искать старую библиотеку ассасинов в Константинополе, пока Дизмонд валялся в коме, ловя странные галюны. Из плюсов игры можно выделить отличную режиссуру и неплохое завершение истории, как Эцио, так и Альтаира. Однако Ubisoft в своем желании впихнуть в игру как можно больше всего перешли черту.
Нужно больше контента, кричали в офисе разработчики. Крафт-бомб, менеджмент братства, Tower Defense, война за районы, 100-500 вышек, сайд-квесты. Этого было чересчур много. Игра не привнесла ничего фундаментально нового, а лишь перезагрузила и без того приевшийся геймплей. Геймерам нужно было глотнуть свежего воздуха, и до разработчиков спустя 5 лет тоже это дошло. Этим новым глотком была третья часть, перенесшая нас в Америку периода войны за независимость, где мы вершили демократию своим домогавкам, раздавая поганым колонизаторам и тамплиерам смачные удары по морде. Нам представили большой открытый мир, горы и леса фронтира, молодые Бостон и Нью-Йорк. Местность стала куда более проработанной и живой, и даже детишек с животными добавили. Вы могли жестоко убить толпу врагов, а потом погладить ближайшего котика своей запачканной кровью рукой. Нам дали возможность охотиться, а также суперреволюционную способность лазить по деревьям, которые до этого оставались непреодолимым препятствием для мастеров паркура. Воистину знаковой вещью стали морские баталии, которые полюбили все игроки. Играли мы за Коннора, индейца-полукровку, который вместе с Джорджем Вашингтоном и его людьми мутили настоящую революцию. Также в прологе мы играли за отца Коннора Хейтема, который оказался тамплиером, поэтому в будущем Коннор решил показать бате настоящие семейные ценности своим топором. Сюжет в целом был хорош, а сама игра в принципе стояла наравне со второй частью, однако это не была игра про ассасинов. Как бы нам ни пытались показать Коннора как ассасина, выходило так себе. Я думаю, Assassin's Creed 4 придумывался следующим образом. А давайте возьмем морские сражения и сделаем своих пиратов Карибского моря. И при этом, как же круто получилось, ведь хоть это и была просто камерная история в пиратском сеттинге, она задела тонкие струны души фанатов серии «Корсары». Мы играли за Эдварда Кенуэя, молодого пирата, который бороздил Карибский бассейн, занимаясь грабежом, бухал как не в себя и пел с командой песни на своем корабле. И это было именно то, что нужно. Какие-то там ассасины, тамплиеры, да фени, пусть воюют себе, а мы будем брать на абордаж очередной корабль, охотиться на морскую дичь и заниматься другими прелестями морской романтики. Ну а некоторые баги так вообще помогали почувствовать себя капитаном летучего голландца. Игра далеко ушла от современности после того, как в третьей части закончили историю Дезмонда Майлза, но это уже не важно. Все понимали, что история скатилась в конвейер, однако Black Flag была просто хорошей игрой с крутыми морскими сражениями и экзотическим миром. Свят, свят, свят! Готовьте кресты и гильотина, ибо мы подошли во всех смыслах к революционной игре. Французы понимали, что серия идет вообще не туда, а сердце требует перемен и все дела. Следующая часть, которая должна была привнести революционный Next Gen, Ubisoft посвятили Великой Французской революции. Нам наобещали золотые горы. По итогу игра вышла ужасно забагованная, а кривые и жуткие рожи персонажей разлетелись на мемы по всему миру. Assassin's Creed Unity нельзя назвать плохой игрой, так как воссоздание Парижа, атмосферы, стелс в лучших традициях хитмов, введение элементов RPG прокачки и новая боевая система – все было на высоте, но играть из-за багов было просто невозможно. Оптимизация не то что хромала, а была калекой с отрубленными ногами. Увы, французы не выдержали веса своих же амбиций и профукали потенциал. В том же году вышел спин-офф «Изгой» для консолей прошлого поколения. Его можно назвать игрой чисто для фанатов. Визуально она была устаревшая, да играть второй раз за год в очередного ассасина у людей не было желания, что и показали вялые продажи. Однако для true фанатов это must-have. «Изгой» — квинтэссенция лучших идей из третьей и четвертой части, таких как акцент на морских баталиях, отличный антураж Северной Америки и Арктики, и все это с присыпкой из сюжета о местном Дарте Вейдере, ассасине Шее Кормаке, который перешел на сторону тамплиеров. Игра подарила истинным фанатам серии неплохой опыт. Пока в Монреале разбирались с проблемами Unity, подразделение из Quakeback создало игру, которая пыталась отойти от типичных ассасинских троп повествования. Следующая часть нового поколения — Синдикат, которая перенесла нас в самое сердце промышленной революции — Лондон. Если бы Гай Ричи делал игры, то это был бы Синдикат.
Хотя, ладно, у него в фильмах хотя бы есть сюжет. Спросите у кого угодно, о чем был сюжет Assassin's Creed Syndicate. Многие и не вспомнят про какую-то там историю об артефакте предтеч. Однако все вспомнят, как сильно им понравились жестокие драки, которые устраивали наши герои Ивы и Джейка Фрай. Мы сражались за влияние в мрачном и в меру грязном Лондоне, устраивая масштабную войну банд, ломая кости и носы, иногда гоняли на лошадях. При этом трудно сказать, хороша игра или нет, она просто есть. Для Ubisoft стало очевидной вещью, что их франшиза утомила миллионы геймеров. Для нас это, конечно же, стало очевидно пару-тройку игр назад. Но благо, что до сознания девелоперов дошли сигналы из космоса, что нужны кардинальные изменения. Кардинальные настолько, что из игры нужно просто убрать все привычные нам элементы. На истоке разработчики потратили больше времени. Сеттинг перенесся в Древний Египет. Никакого братства ассасинов и в помине нет, только пирамиды, культ кошек, пустыня и РПГ-элементы. Нетрудно догадаться, что в концепте создатели ориентировались на польских коллег, которые тогда выпустили третьего Ведьмака. Квесты стали многоэтапными, со своими твистами и разными элементами, например, расследование. Также в игру добавили уровневую систему, которая не позволила взять квест, если твой уровень недостаточно велик. Завезли тонны шмота, оружия, и боевая система, вновь попавшая под нож, стала похожа на Dark Souls с соусом из подслэшерных элементов. В целом мы получили мир Древнего Египта, который раньше не видели в геймдеве в принципе, а сюжет рассказывал интересные моменты из зарождения Ордена Любителей Капюшонов. Не могу сказать, что игра для всех. Это хороший Assassin's Creed, который уже и не Assassin's Creed, но он наверняка зайдет фанатам. Я думаю, ей стоило бы выйти сразу после Black Flag. И вот, катаны, мы подошли к финальной части истории – Assassin's Creed Odyssey. Кажется, только ради этой игры мы бездумно и безвольно поглощали то, чем нас кормили французы. Она стала второй, самой обсуждаемой игрой после RDR 2 в прошлом году. Греция в исполнении Ubisoft была просто восхитительна, а критики получали визуальные оргазмы. Это была действительно самая настоящая Древняя Греция, 431 год до нашей эры, где даже нет ни единого намека на ассасинов, зато показана вся вольная жизнь греков. Серьезно, нам прям жирно намекнули, что один персонаж облюбовал козу. Важно отметить, что хоть мы и могли выбрать персонажа, по факту главная героиня Кассандра, так как ее ветки диалогов куда больше и интереснее. Что сюжет про мировую катастрофу, что побочные квесты, все было прекрасно. Разветвленные диалоги в тему, а боевая система наконец-то стала более-менее адекватной. Правда, для меня до сих пор остается загадкой, почему ГГ не ломает себе ноги, когда прыгает с большой высоты. В игру кидали камни, мол, нереалистично, там минотавры, боги, раньше все было приземленней. Серьезно? Вас это волнует? Мне вот, например, нравится чувствовать себя Геральтом и месить этих самых мифологических существ. Если и бить французов ремнем по одному месту, то за зверский донат. Давайте раз и навсегда поясним. Донат синглплеера за фулл прайс в 4000 рублей – это зло. Я думаю, вы со мной согласны. А то любят нам эти сказки рассказывать, что, мол, вот мы даем игрокам выбор, кучу возможностей играть и проходить проект. Ага, либо доплачивай, либо страдай, вот и выбирай. В целом, из Греции не хочется уходить. Одиссея действительно хорошая игра, которая помогла Ubisoft перезапустить приевшуюся франшизу и подогреть давно увядший интерес. Вот только донат, как по мне, превратил в ее некое подобие бесплатной ММО-РПГ. И по факту игра не бесплатная, не ММО, ну и не РПГ в принципе. Ну и еще вообще не ассасин. Вот такая долгая история серии. Мы пережили крестовые походы, революции, Ренессанс, были на Карибах, в Лондоне и посетили древность. Корабль Ubisoft плывет в сторону Скандинавии и явно не остановится. Было ли раньше лучше? С этой серией все неоднозначно. Те, кто играл в первые 3 игры, единогласно скажут, что серия скатилась. В свою очередь, 2 последние игры нашли в себе силы стать чем-то больше, чем просто симулятор Хитмана разных эпох. Лучше сказать, что серия наступила на ряд граблей, которые привели ее к тому, чем она является сегодня. Катаны. Моя любимая часть серии Assassin's Creed Black Flag.
Если у вас тоже, то ставьте царский лайк этому видео. А если нет, то пишите в комментарии, какая часть Ассасина вам нравится больше. Подписывайтесь, ставьте лайк и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного видео со мной. О, а вы кто? Вы что-то принесли к Аджиту? Не убирайте. Но погодите, Одиссей ведь донатное поделие за 4К. Ну, в целом, там прекрасная Греция. Да, и боевая система классная. Игра года, как по мне. Это что, лутбокс? Что за...